Танки Classic начинают становиться настоящей классикой. В этом видео рассмотрим все самые новые и свежие обновления от Ореха, ведь действительно появилось много всего интересного. Рассмотрим вопрос, когда будет вайп, и еще другие множество вопросов, которые очень интересны для всех игроков. Например, исправят ли пролагивание, которое сейчас у нас находится пока что в игре. Друзья, перед тем, как мы будем все рассматривать, хочу попросить вас поставить обязательно лайк на это видео и рассказать про такого игрока, как парниша серьезный. Думаю, многие уже с ним знакомы. Это тот человек, который практически каждый раз находится в топ-1 по голдам в рейтинге танков онлайн. На стримах устраивает кучу розыгрышей для зрителей. Не для себя, а именно для зрителей. И у него есть свой собственный YouTube канал по танкам онлайн. Он снимает видосы, шорты, и у него в видосах присутствует та самая фирменная ловля золотых ящиков, включая рубиновые голды. Для начинающего канала у него уже имеются неплохие просмотры, поэтому, друзья, поддержите парнишку по ссылке в описании, подпиской на канал. Ну а также обязательно зацените его нарезки, что сейчас в наше время достаточно редкое явление. Ссылка на парниша серьезного в описании. Итак, друзья, ну что ж, начинаем. Вот прямо сейчас я нахожусь в классике, самая актуальная картина, что сейчас с игрой происходит. Давайте создадим битву, чтобы поподробнее порассматривать некоторые моменты. Я тут вижу, что уже создана песочница ММ. Можно, конечно, сюда зайти, но сейчас я хотел бы начать с какой-нибудь другой карты. Ну давайте, я не знаю, мостик создадим. Такой карты вроде давно в видосах не было. По поводу сразу же ранг лимитов, да, вот ползуночек исправлен или нет, пока нет, пока еще нельзя прям до любых званий его подтягивать. И также он, наверное, с лагами будет и создаваться, да, давайте проверим. Нет, сейчас, кстати, нормально создалось, а если вот так нажать, еще раз нормально создалось. Ну как нормально, я тут диапазон званий не ставил. В общем, пока еще, да, присутствуют небольшие баги при создании карт. Этот момент еще не исправили. Так, ну давайте заходим. Так, ну и первое, друзья, на что стоит обратить внимание, это старые иконки Нары. То есть, да, Орех вернул старые иконки Нары. Конечно, не те самые старые, которые игроки, да, ожидали, но это вот как раз визуализация Нары, той самой с 2015 года. В 2015 году, я даже вот сейчас перед роликом на всякий случай проверил, да, вот такие иконки были действительно в то время уже сделаны. Сам я лично хотел бы в классике, чтобы были иконки, помните, те самые до ребаланса, черно-белые такие. Но сюда вот Орех почему-то решил добавить иконки именно 2015 года. Ну, наверное, потому что все за этот 2015 год топят. Вот поэтому иконки Нары сейчас у нас на экранах здесь появились именно с того промежутка времени. Самой популярной версии игры, у которой было больше всего онлайна. По поводу коробок, как видите, тут ничего не поменялось. Как и были у нас такие коробки, так и остались. Тоже не те прям самые старые. Да, уже чуть более обновленный, но все равно тоже не как в танках онлайн. В общем, да, и что касается коробок, друзья, у нас наконец-то исправили вот это вот недоразумение с золотым ящиком, который у нас был кривой. Я, к сожалению, в битве не смог его увидеть, чтобы вам его показать, но есть скриншот, где другие игроки увидели изменение текстурки голда. Вот так, посмотрите на ваших экранах, как он теперь выглядит. Ну, то есть, тоже с версии 2015 года. Золотой ящик, вот этот белый золотой, будет теперь в классике присутствовать, его допилили. По поводу, можно ли будет как-то менять текстуру золотых ящиков, да, если ты хочешь под себя настроить, по этому поводу информации пока нет. Опять же, я больше бы хотел, чтобы в классике был вариант золотого ящика, опять же, до ребаланса. Вот этот вот шикарный золотистый цвет со старой графикой Legacy. Также вот вы, наверное, можете обратить внимание, помимо всего прочего, здесь иконочка загрузка овердрайва стала у нас выглядеть по-новому, с логотипом танков онлайн, танков классик. У нас теперь иконка овердрайва перезаряжается, максимально отличается от того же овердрайва в танках онлайн, который сейчас присутствует визуально. Также игроки писали, где фон битвы у нас отображает, что тут тоже какие-то изменения появились. Я лично визуальное отличие не вижу, как будто так уже и было, но вроде тут что-то тоже поменяли. То ли шрифт поменяли, то ли цвета поменяли. Но, в общем, фон битвы вроде как тоже видоизменен. И сейчас предлагаю, давайте зайти вот в ту битву, в которую я вначале хотел зайти, посмотреть уже с игроками, что у нас происходит. Там какие-то изменения по боевому ходу. Так, ну куда можно зайти? Дуэль у нас, дуэль есть и песочница. Ну вот сюда на песочницу давайте зайдем. Вот у нас песочница, только это матчмейкинг версия, да, но здесь вот про что про что говорили игроки. Смотрите, мы зашли в режим захвата флага, и у нас теперь, где фон битвы, отображаются сами флаги, что битва создана на 100 флагов. Такого раньше не было, сейчас вот этот момент допилили. Тут битва у нас, как обычно, от гадкого я, да, с его мультами заполнена, гадкому я здорово. У нас эффекты флагов тоже вроде все окей, корректно отображается. Надо сейчас, опять же, для разнообразия пойти создать контроль точек, посмотреть, с контролем точек.
разработчик, будет у нас изменен HUD или нет. Ну, как видите, фонд битвы дублируется, да, вот этот вот новый элемент с танков онлайн. Этот момент еще не убрали, и плюс в килл-табе, где показывает, кто кого убил, тоже пока интерфейс новых танков у нас присутствует. А вот у нас ботики, смотрите, как крутится, тут вертится. Кстати, по поводу кача, помните, Орех говорил, что это все легализовано, пожалуйста, можете качаться, можете не качаться. Я в том видео еще про это не говорил. Он как-то в чате написал, что будут лимиты ограничений на прокачку. Поэтому, как раньше, тупо создать битву на 999 флагов и качаться не получится. Потому что там будет какое-то ограничение. Какое именно, разработчики еще не решили. Орех сказал, что они будут по этому поводу очень немного спорить. Какой минимальный должен быть у нас, возможно, получаемый фон в день для тех, кто играет обычные битвы. По этому поводу они еще будут спорить. Ну, я не знаю. Ну, с одной стороны, конечно, понятно, что это будет борьба с теми, кто в битвах будет качаться, да? С одной стороны, хорошо, с другой стороны, убивает ту самую атмосферу старых танков, где люди вот в большинстве своем играли именно длинные бои. Длинные бои, ну согласитесь, кто играл, наверное, знают, да, что это отдельная атмосфера, как там вот ради фонда люди сражались, нарили, грабили битвы с большим фондом. Поэтому пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по поводу момента с качем, с ограниченным, что тут будут лимиты на получение кристаллов. Но пока вот вопрос только, какой будет лимит. Друзья, хочу вам рассказать про новый розыгрыш от меня и парниш серьезного на 20 тысяч рублей, где будет 5 победителей. Условия для участия максимально, друзья, простые. Нужно установить лучший тег создателя контента ник 10, настройка вашего аккаунта в танках онлайн, подписаться на мой канал, на канал Парниша, подписаться на группу ВКонтакте Парниша и просто скинуть скриншот с установленным тегом ник 10 и с подписками на наши каналы под пост ВКонтакте. В описании есть ссылка, друзья. Обязательно переходите и участвуйте в этом конкурсе. А также для тех, друзья, кто играет в новые танки, есть супер подгон, который уже, я так понимаю, в следующем видео уже закончится. Есть секретный промокод на получение легендарного ключа, контейнеров, опыта и рубинов. В описании я оставлю этот промокод, друзья. Но смотрите, он опять же срабатывает не у всех, поэтому пробуйте у себя его ввести. Если у вас он сработает, значит вы избранный. Обязательно пользуйтесь этой халявой. В описании промокод я этот оставил. Помимо, друзья, всего прочего, что еще нового у нас в классике? У нас для мобильщиков, кто играет на мобильных телефонах, добавили мобильное управление. Теперь вы можете управлять танками. Кстати, в отличие от версии на ПК, в мобильной версии танков Classic есть шкала перезарядки пушки, которой у нас еще нет в ПК-версии. Поэтому мобильщики, кто играет через телефоны или кто хочет приобрести доступ в классику, пожалуйста. Игра теперь полностью работает через мобильные устройства. Помните, я еще говорил, что вот на iOS почему-то не работают танки на телефонах? Возможно, они только на андроидах работают. Я понял, почему. Мне подсказали, нужно заходить не через приложение танки онлайн в классику, а через браузер. Через браузер в классику вас впустят. Ну, то есть через браузер в танки онлайн заходите, после чего в классику. В приложении пока почему-то этот момент не работает. Помимо всего прочего, друзья, вот все, что мы с вами сейчас обсуждаем, в классике уже сейчас присутствует, и вот геймплей, который вы на экранах сейчас видите, обновленные характеристики у корпусов. Пушки пока оставили с такими же характеристиками, а вот у корпусов прибавились ХП. У всех практически корпусов прибавлены ХП, увеличены. Сейчас вот такой баланс Орех тестирует. Лично вот здесь, в этой битве на флаге, где мы катаемся, мы с ботами играем, тут особо протестить это не получается. По скорости, честно скажу, отличий нет как будто. Но я играл на стриме, тестировал. Наверное, кстати, вот сюда геймплей я это и вставлю. На стриме мы играли и, ну, попались в реальную битву, и прям тогда, если честно, чувствовалось. Чувствовалось, что больше ХП стало у корпусов. А у меня тут золотой ящик сейчас будет. А у меня сейчас будет золотой ящик. И прямо сейчас мы посмотрим с вами вот эту текстурку. Да, вот, друзья, вот как выглядит золотой ящик у нас. Вот как он выглядит. Посмотрите на этого красавца. Посмотрите, посмотрите, какой он красивенький. Ну да, это версия золотого ящика с 2015 года. Теперь он выглядит шикарно, без каких-либо недоразумений. Вот так вот, друзья. Обязательно лайк на видео ставьте. Прямо вот в момент записи выпал золотой ящик у меня в этой катке. Ну пусть лежит тут, что? Кто его же никто не будет забирать, я надеюсь. Или заберет кто-то. Вот он, голд лежит. Ну а что? Ну пусть, если что, забирают. Все равно там 100 кристаллов. И это тест. Закрытый тест. Вот, что я говорил там, друзья. На чем я остановился? По поводу корпусов. Да, я сюда в геймплей момент ставлю. Хочу сказать, что чувствуется. Да, чувствуется увеличение ХП. И я считаю, что для классики как раз это и нужно. Потому что тут почему-то вот баланс
со старыми характеристиками как-то он не особо ощущался, вот как в те времена. А с увеличенными хп у корпусов, как будто бы классика чувствуется реально классикой. Ну, то есть танки живут дольше, еще бы как-то физику доработать, чтобы все это помедленнее как-то выглядело. Вот, и будет шикарно. Нужно опять же тестить, надо какие-то выводы от Ореха послушать. От вас, конечно же, от игроков. Просто сейчас на тесте мало кто этим моментом пользуется, мало кто про него знает. Но опять же, вот первое впечатление по этим всем изменениям с количеством хп у корпусов положительное. Корпуса и танки стали жить дольше, вот как это и должно быть в классике. Пушки, напомню, да, характеристики пушек не трогали. По поводу еще обновления у нас, значит. У нас появились ранг-лимиты в модулях. То есть у нас модули вообще продавались и так, да, но там не было никаких ранг-лимитов. Можно было на любом звании купить любой модуль. Сейчас же появились некоторые ранг-лимиты. Как видите, вот на вот этом модуле, на вот этом вот есть определенные ранг-лимиты, с которых можно покупать эти защитные модули. Звания, если честно, небольшие. Но вот большое звание, вот насколько я помню, вот этого модуля, да, защита от рельса, там, по-моему, с Орнта 2, что ли, или вообще с лейтенанта. Но я его купил на более маленьком звании, поэтому у меня он остался. И по поводу вот модулей, как раз, я не знаю, я на форуме наткнулся на картинку, это фейк или не фейк. Скорее всего, игрок какой-то отфотошопил, да, прифотошопил. Такое голосование может появиться у нас в роудмапе. Если такой будет у нас опросик новый, естественно, игроки проголосуют за резисты в красках. Ну, потому что это максимально классический вариант. Хотя модули тоже неплохой вариант, только не эта новая система модулей, которая сейчас в классике присутствует, а которая стандартная, то есть, да, модуль от каждой пушки конкретный. НЗ-621, надо ему спасибо сказать за то, что он мне тут флаги сбрасывает. У нас тут битва до 100 флажков. Мы, наверное, на этом видео и доиграем, посмотрим, что тут по фонду будет. А, кстати, по фондам, друзья, еще. Фонды у нас Орех немного урезал. Урезал также количество получаемого опыта за убийство. Ну и кристаллы медленнее стали расти. Но, опять же, это все равно больше, чем это было в версии до ребаланса. То есть там еще медленные кристаллы у нас росли. Ну и, наверное, вишенка на торте — это старый чат от игроков. Опять же, это сделал гадкий я, который вот виновник торжества вот этой всей битвы, да, вот все его мульты, на нем пока классика держится. Он сделал за Ореха чат более как-то читабельный, более красивый. Смотрите, как он выглядит, да, вот такой все зелененько, отображается, кто кому пишет. Если сравнить с нынешним чатом, намного лучше он выглядит. Говорит, что особого труда у него это не заняло создавать, и он говорит, что он пытается это скинуть Ореху. Но я не знаю, они там сконтачились, не сконтачились. Пожалуйста, вот как игроки помогают разработчикам. Ну вот этот чат тут просто вот небо и земля, согласитесь. Ну и что, наверное, касается, друзья, вайпа, когда уже будет вайп, потому что для тех, кто еще не знает, у нас следующий вайп будет необычный. С новым вайпом у нас игроки будут со званием лейтенант. Все причем будут игроки с этими званиями присутствовать. Также у всех будет куча кристаллов для того, чтобы протестировать классику как следует. Когда этот вайп будет, по моим прогнозам, вайп должен был быть на этой неделе, но пока еще ничего не происходит, вайпа нет. Единственное, вот удалось там сообщение у Ореха увидеть. У него тоже этот вопрос спрашивали, когда будет вайп, он сказал, что пока рано делать вайп, еще не время. Но опять же, все может быть, возможно, он будет и на этой неделе, а возможно на следующей, но я думаю, что уже срок выхода вайпа довольно-таки близко. Думаю, что скоро он произойдет. Да, чуть не забыл, друзья. Наверное, самый интересный вопрос: починит ли физику в классике, будет ли она отличаться от танков онлайн? Ну, то есть система пролагивания, вот это, да, где танк на танк залазит, вот это починит или нет? Потому что многие игроки спрашивают, на что Орех наконец-то ответил, причем этот ответ уже был давно, в интервью еще этот ответ был про эти пролагивания. А я как-то уже, знаете, сам забыл столько информации. Орех ответил, что да, починит систему пролагиваний, и за обратной совместимость с танками онлайн починит это и там, и там. То есть и в танках онлайн пропадут вот эти рассинхронные пролагивания танков, и в танках классик тоже они пропадут. Орех сказал, что они активно над этим работают, но когда это все будет, пока нет точной информации. Он сказал, что это будет очень долго, это долгий процесс, непростой, но они над этим трудятся. Поэтому такие, друзья, есть хорошие новости по проекту, что да, классика все-таки будет действительно классикой. Мы еще ждем, когда Legacy графика сюда вернется. Но это вроде пока вот все, что я успел нарыть по танкам классик, по всем обновам. Ну и давайте сейчас доиграем битву. У нас, смотрите, осталось 5 флажков доставить. Фонд битвы 11 тысяч. Посмотрим, сколько кристаллов удастся заработать. Надо не забыть голд только забрать, потому что голд лежит у нас. Но я думаю, вы в процессе этого видео насладились картинкой этого золотого ящика, да, вот по полной программе. Он, кстати, как будто меньше, чем обычные припасы у нас. Ну, это, может, мне визуально так кажется. Так, 98-й флаг. Сейчас будет 99-й, надо голд будет забрать. А можно для видоса просто его не забирать, чтобы у всех сгорело. Ну ладно, ну надо забрать, надо. Это же золотой ящик. Все, последний флаг, друзья. Последний флаг. Так, все, еду. Забираем голд. Проверим, вообще надпись появилась, не появилась.
Ничего не появилось. 1000 кристаллов начислилось, плюс опыт тоже за голд у нас начисляется. Ну, я доставляю. Все, вот такая вот битва. Спасибо NZ121 за помощь в доставке флагов. Гадкому я спасибо за мультов, за информацию тоже, которую он на стримах нам подсказывал. 1347 кристаллов приз. Ну, для классик версии вообще шикарно, я считаю. Такое, в общем, видео, друзья. Обязательно ставьте лайк. На канал подписывайтесь, если еще не подписаны. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента ник 10, настройка вашего аккаунта. Участвуйте в розыгрыше на 20 000 рублей. Ссылка на этот розыгрыш, напомню, в описании находится. И не забывайте пользоваться секретным промокодом на ништячки, который я также оставил для вас в описании. По поводу того, как попасть в классику, друзья, в прошлых роликах рассказывал. Можете прошлый ролик просто открыть и посмотреть. Я, может, подсказку тут прикреплю. В классику можно попасть только через танки онлайн. В танках онлайн продается спецпредложение для входа в танки классик. Если что, опять же, подробно рассказывал в прошлом ролике, как туда попасть. Я всех, друзья, благодарю за просмотр.